Всем здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поделиться вязанием вот таких вот носочков. Они связаны ажурным узором. Вот так он выглядит поближе. Раппорт узора у нас составляет здесь 16 рядов в высоту и 13 петель. Если вот так вот посмотреть на носочки, то один раппорт в высоту это вот эта вот часть. До провязывания пятки у меня здесь 2 раппорта. Данные носочки я связала на размер 38-39. Сразу хочу отметить то, что у нас этот ажурный узор, он немножко стягивает полотно. Поэтому, если у нас резиночка будет растягиваться, то полотно дальше, оно, ну скажем так, не очень растягивается. Поэтому нужно это иметь в виду. Количество петель, конечно, нужно набирать именно то, которое нужно на этот размер. Дальше полотно стягивается. Как провязаны эти носочки? Сначала у меня шла резиночка 1 на 1, лицевые скрещенные. По лицевой стороне лицевые скрещенные. По изнаночной стороне вот так вот выглядит эта резиночка. Дальше я вводила узор вот этот. Затем делила вязание на 2 части. Провязана пятка у меня вытянутыми петлями. Она укрепленная. Так. И затем набирала петли в клине подъема после того, как провязана чашечка. В клине подъема вот эти петли набраны, и смотрите, какой получается край, как фабричный. Я в этом видео все показываю, как получается вот такой вот край стенки пятки. По своему размеру я вывязала определенное количество петель по подошве. По подошве у меня лицевые петли, а верхняя часть это ажурный узор. И дальше у меня шел ленточный мысок. Вот так он выглядит поближе. Мыски бывают разные, есть звездочка. Мысок звездочка у меня, кстати, есть мастер-класс полностью. В этом мастер-классе я подробно расписываю на определенное количество петель. Тоже интересный носочек. Есть также носочек спиральный улитка. Также у меня есть мастер-класс. Поэтому, если хотите, можете тоже перейти по ссылочке посмотреть. Ну, ленточный мысок у нас, как обычно, такой традиционный, поэтому всеми любимый и, я думаю, пользуется им чаще всего. Так, что касается пряжи. Пряжа у меня Alize Wool Time. Состав у нее 75% шерсть и 25% полиамид. Она хороша тем, что это носочная пряжа и рекомендуется мышиная стирка. В 100 граммах 200 метров. Цвет в данном случае у меня 01. И провязаны у меня эти носочки спицами номер 3. Длина лески 80 сантиметров. Что касается своего размера. В этом видео я даю подсказки, как связать данные носочки на свой размер. Поэтому, если вас заинтересует, я думаю, что вы также справитесь с вязанием таких носочков. Всем приятного просмотра. Хочу всех поблагодарить за подписку, за лайки, которые вы ставите, за комментарии. Если что-то будет непонятно, конечно, задавайте, я все отвечу. И если вы заинтересовались, конечно, вяжите со мной. Единственное, что я сейчас вот сниму с блокатора и покажу, как он выглядит без блокатора, этот носочек. Вот он постиран. И вот так он выглядит поближе. Ниточка распушилась. Вы знаете, она стала намного мягче, чем была. Очень приятная к телу. И вот так вот выглядит, если поближе будут одеты эти носочки. Что касается изнаночной стороны, тоже, в принципе, я могу показать, как он выглядит на изнаночной стороне. Этот носок. Это вот у нас изнанка. Вот это вот боковая стенка, которая образовывается, когда провязывается вот такой вот край, который я показываю в видео. Расход у меня получился 105 грамм 2 носка. Поэтому, если кто-то заинтересовался, вяжите со мной, буду очень рада. Всем приятного просмотра. Берем спицы в работу. Номер 3, 80 сантиметров. И саму пряжу.
Набираем 52 петли. Можете набрать самым обычным способом. Я буду набирать немножко другим. Вот таким. Берем спицу под нить. И первое движение вот такое. Это у нас будет первая петля двойная. Следующие петельки будут набираться одинаково с указательного пальца, а затем с ближнего. И заводим в эту петлю. Снимаем. И вот таким образом получается петля. Повторяем эти движения. Итак, мы набираем с вами 52 петли на спице номер 3. Так, набрали мы с вами 52 петли и еще одну петлю для замыкания в круг. Вытягиваем леску в двух местах. Смотрим, чтобы петельки наши не перекрутились нигде. Вот эта вот косичка наша, скажем, которая образовалась, она должна быть внутри. Вот таким образом. Так, в двух местах вытягиваем леску, чтобы было удобнее замкнуть вязание в круг. Проверяем обязательно, чтобы оно все правильно было. Не спеша, иначе потом все равно придется распускать. Поэтому первый ряд очень такой должен быть внимательный. Так, вот таким образом, видите, вот эта вот косичка, которая набирается, она должна смотреть вовнутрь. Так, сейчас замыкаем вязание в круг. Вот эту вот первую петлю мы снимаем на правую спицу, а последнюю петлю, вот эту, мы набрасываем на первую. Вот таким образом. И снимаем вот эту петельку, подтягиваем ниточку. У нас ровненько получилось наше соединение. Сейчас берем маркер, набрасываем сюда. И вяжем сейчас резиночку 1 на 1. Резиночка у нас будет лицевые скрещенные. Поэтому за заднюю стенку вот таким образом мы с вами будем провязывать лицевую петлю. Изнаночные будут одинаковые, классические, не перекрещенные. Опять лицевая за заднюю стенку, вот таким образом, а изнаночная обычная. Итак, мы повторяем, и мы с вами будем вязать таким образом резиночку 1 на 1 лицевые скрещенные 15 рядов. Резиночка 1 на 1 уже провязана 15 рядов. С другой стороны она выглядит вот так с изнаночной. Так, сейчас мы с вами будем вводить раппорт узора. Узор у нас состоит из 16 рядов в высоту и 13 петель. Что касается этой схемы узора, здесь у нас указаны только нечетные ряды. То есть четных рядов на схеме нет, но мы будем вязать их по рисунку, эти четные ряды. Что касается количества петель, смотрите, у нас 13 петель, один раппорт. На спицах у нас 52 петли. Значит, всего у нас получается 4 раппорта. С одной стороны будут 2 раппорта, и с другой стороны тоже будут 2 раппорта. Всего 52 петли. Если у вас будет немножко большее количество петель, вы можете добавить вот по бокам лицевые петли. С одной стороны, с другой стороны, и у вас получится уже 15 петель в раппорте. То есть всего тогда 4 раппорта по 15, получается 60 петель. Вот так вот можно тоже это выполнить. Если у вас меньше размер, значит вот эти лицевые ряды, которые идут по бокам с одной стороны, с другой стороны, их тоже можно убрать. И тогда у вас получится уже не 13, а 11 петель. И тогда на спицах 4 раппорта по 11 петель получится 44 петли. То есть здесь можно вот так вот варьировать. Если вам что-то, скажем, нужно добавить, у вас большее количество петель, значит добавляйте по бокам лицевые ряды.
лицевые петли. Или наоборот. Так, начинаем. Первый ряд раппорта. Первая петля у нас получается лицевая, вторая накид. Опять лицевая и опять накид. Дальше пятая петля, смотрите, это у нас получается 3 лицевые с наклоном влево. Как они провязываются? Первая петля у нас снимается, вторая снимается, третья провязывается и набрасывается рядышком, которая вот эта вторая и первая поочередно. Вот таким образом это получается у нас 3 петли с наклоном влево. Дальше идет у нас 8 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на этом у нас раппорт 1 провязан. Дальше мы повторим вот здесь вот точно так же. И на обратной стороне, на другой спице будет то же самое. Лицевая, накид, лицевая, накид. Дальше идет 3 петли с наклоном влево. Первую петлю мы снимаем, вторую снимаем как лицевые. Вот так. Петелька. Дальше мы провязываем лицевой и набрасываем вторую, а затем первую. И остается у нас 8 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали с вами первый ряд раппорта на одной спице. На второй спице точно так же повторяем. Второй ряд, на схеме его нету, мы вяжем по рисунку. Второй ряд лицевая. Вот этот вот накид мы провязываем вот таким образом. Опять лицевая, опять накид провязываем. Это были 3 петли вместе с наклоном влево. И дальше идут у нас лицевые петли. Вот таким образом мы с вами второй ряд по рисунку будем провязывать. И накиды мы провязываем вот так за переднюю стенку. Что касается остальных нечетных, остальных четных рядов, мы с вами будем, как я сказала, провязывать по рисунку. Это значит, лицевые петли мы будем провязывать лицевыми, а накиды провязывать вот таким образом за переднюю стенку, тоже лицевой. Сейчас идет третий ряд раппорта. Первые 2 петли лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая. Дальше идет 3 петли вместе с наклоном влево. Вот точно так же, как было в первом ряду. Первая петля снимается, вторая снимается, как лицевые они снимаются. Третья провязывается. Дальше вторая набрасывается на вот эту третью. И первая набрасывается на вторую. Вот таким образом. И дальше идет у нас 6 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем второй раппорт. Опять 2 петли лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 петли с наклоном влево. Вот таким образом набрасываем. И дальше идут 6 петель лицевых. На другой спице провязываем точно так же. Третий ряд будет тоже по рисунку, так же как и во втором мы провязывали накиды, а над лицевыми провязываем лицевыми. Пятый ряд раппорта. 3 лицевые, накид, лицевая, накид. 2 лицевые идут. Дальше идет 3 петли с наклоном влево. Снимаем, снимаем. Следующую провязываем третью. Набрасываем вторую, а затем первую. И дальше идет у нас
по схеме 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. И повторяем раппорт опять. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид. 2 лицевые и 3 петли с наклоном влево. Остались 4 петли лицевые. Таким образом, на второй спице провязываем точно так же. 5-й ряд раппорта. Что касается 6-го ряда, вяжем по рисунку. 7-й ряд. Первые петли 4 лицевые, накид, лицевая, накид. 3 петли лицевые, 1, 2, 3. Дальше с наклоном влево 3 петли. И остались 2 петли лицевые. Вот это вот у нас один раппорт. Дальше повторяем. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид. 1, 2, 3 лицевые. Теперь с наклоном влево 3 петли. И остались 2 лицевые. На другой спице повторяем точно так же. Дальше идет у нас 8-й уже ряд, следующий по рисунку. Пол раппорта уже провязано, 8 рядов. И сейчас меняем уже рисунок. Первые 8 петель провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше идет у нас 3 петли вместе с наклоном вправо. Первая петля провязывается. Тут же мы ее одеваем на левую спицу, возвращаем назад. Следующую петлю набрасываем на эту петельку. И набрасываем еще третью, следующую петлю на вторую. Вот таким образом. Это с наклоном вправо. Петля будет. Вот она развернулась уже с наклоном вправо. 3 петли вместе. И вот она у нас на левой спице. Мы ее перекидываем на правую. Дальше идет у нас накид, лицевая, накид и еще одна петля. Вот закончился один раппорт. Дальше повторяем. 8 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли вместе с наклоном вправо. Первая петля провязывается. Одеваем дальше на левую спицу. Набрасываем следующую. И еще одну следующую. И опять перебрасываем на правую спицу. Остались у нас накид, лицевая, накид и еще одна лицевая. Это у нас 9-й ряд. На другой спице повторяем этот раппорт. 10-й ряд, как обычно, по рисунку. 11-й ряд. Первые 6 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идет 3 петли с провязываем, набрасываем на левую спицу и перебрасываем сначала одну петлю, а затем следующую. Опять возвращаем на правую спицу. Так, после этого у нас идет лицевая петля, накид, лицевая петля, накид и еще 2 петли лицевые. Опять повторяем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли с наклоном вправо. После этого у нас идет лицевая, накид, лицевая, накид и еще 2 петли лицевые. На другой спице точно так же повторяем. И следующий 12-й ряд по рисунку. Идет 13-й ряд.
Первые 4 петли лицевые. Дальше идет 3 петли с наклоном вправо. После этого у нас идет 2 петли лицевые, накид, лицевая, накид, и еще у нас 3 петли. 1, 2, 3 лицевые. Дальше повторяем 4 лицевые с наклоном вправо 3 петли, набрасываем, следующий тоже. Так, после этого 2 петли лицевые, накид, лицевая, накид и еще 3 петли лицевые. Это у нас 13 ряд, на второй спице точно так же, и 14 ряд по рисунку. 15 ряд в раппорте. Первые 2 петли лицевые, дальше идет 3 петли с наклоном вправо, после этого 3 петли, 1, 2, 3 лицевые, дальше идет накид, лицевая, накид. И дальше идут 4 петли лицевые, 1, 2, 3, 4. После этого идут 2 петли лицевые, 1, 2, это второй раппорт, 3 петли с наклоном вправо и 3 петли лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, и остались 4 петли лицевые. Вот у нас идет 15 ряд, на второй спице провязан точно так же, и 16 ряд у нас будет идти по рисунку. Один раппорт узора у нас провязан. Здесь у нас 16 рядов провязано. Что касается дальнейшего вязания, у меня связан вот это второй носочек, поэтому смотрите, я еще буду провязывать еще один раппорт до формирования пятки. То есть у меня получается 2 раппорта, это 32 ряда после манжета до вывязывания пятки, стенки пятки точнее. Если посмотреть в сантиметрах, до формирования пятки стенки у меня где-то в районе 13 сантиметров. Так, что касается самого раппорта, носочек у меня этот постиран, получается где-то 8 сантиметров, 2 раппорта, соответственно, один раппорт где-то 4 сантиметра. Если вы хотите, вы можете вязать еще один раппорт, то есть получится высота немножко больше. Это уже как вы хотите. Так, дальше вот я провязываю еще один раппорт и будем формировать стенку пятки. Итак, сейчас мы с вами будем вязать стенку пятки. Вот у нас провязано 2 раппорта. И делим вязание на 2 части. То есть на одной спице у нас 26 петель, на второй 26. Стенку пятки мы вывязываем на половине петель. То есть мы сейчас будем брать в работу только одну спицу, 26 петель. И пятку мы будем провязывать более укрепленной, то есть вытянутыми петлями. Провязываются они следующим образом. Смотрите, первую петлю мы пока снимем как кромочную, вторую мы провяжем лицевую. Дальше у нас идет следующая петля, но мы ее не будем провязывать, а будем снимать нить за работой. И вот таким образом повторяем: 1 лицевая, вторую снимаем нить за работой, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем. Так мы будем провязывать в лицевых рядах. Провязываем до конца ряда. 2 последние петельки мы с вами будем провязывать лицевыми. Смотрите, обязательно оставляем 2 последние петельки лицевые. Сейчас вам объясню для чего. Провязываем лицевые, разворачиваем вязание на изнаночную сторону.
И у нас получается второй ряд будет изнаночный. В изнаночных рядах, смотрите, вот эти вот две первые петельки и две последние петельки мы с вами будем не провязывать, а снимать нить перед работой. Это в изнаночных рядах. Что касается лицевых рядов, то эти петли мы с вами будем провязывать. Первые две петли лицевые будем провязывать и последние тоже. Для чего это делается? Для того, чтобы формировался вот такой вот боковой край стенки пятки. Смотрите, он похож на фабричный. Когда мы будем потом набирать петельки по бокам, у нас получится вот такой вот красивый боковой край по стенке. Я вам покажу, как он выглядит на изнаночной стороне. Вот смотрите, эти петельки набраны, получается вот такая вот полоска, она тоже симпатично смотрится на изнаночной стороне. Это у нас пятка будет. Вот так она выглядит, пятка, когда мы будем вывязывать вытянутыми петлями. А это у нас получается вот такая вот дорожка из косички. Получается благодаря тому, что мы с вами вязать будем, как я уже сказала, стенку пятки следующим образом. Вот у нас идет изнаночный ряд, нить перед работой. Первая петля снимается как кромочная. Вторую мы снимаем тоже, видите, нить перед работой. Ну и дальше мы провязываем по рисунку. В изнаночных рядах все петли изнаночные. В том числе те петли, которые мы снимали. Вот они, видите, нить уже у нас находится перед работой, но мы провязываем эту петлю. И все изнаночные петельки мы с вами будем провязывать на изнаночной стороне. В том числе, точнее, кроме последних двух петель. Первые две не провязываются и последние две не провязываются. Вот смотрите, мы доходим, мы снимаем нить перед работой, предпоследнюю и последнюю тоже мы снимаем. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. И сейчас будьте внимательны. Значит, первые две петельки мы с вами будем провязывать лицевой петлей, одной и второй. В конце мы тоже будем провязывать последние две петельки лицевыми. А что касается всех остальных петель, будьте внимательны. То есть у нас шла первая петля снятая. Вот она должна всегда сниматься в лицевых рядах. То есть ниточка за работой, а сама петля снимается. Если посмотреть на изнаночную сторону, вот смотрите, вот она. Вот эта вот нить, которая видна, это снятая петля. Они идут через одну петлю. Поэтому мы с вами провязываем две первые лицевые. Дальше у нас снятая идет нить за работой. Следующая петля лицевая. И чередуем. Одну снимаем, вторую провязываем. Снимаем, провязываем. Вот таким образом мы с вами будем повторять в лицевых рядах это вывязывание пятки. Чередуем снятые петли с провязанными лицевыми. Доходим до конца, и вот у нас две петельки лицевые. Мы с вами будем их провязывать в лицевых рядах, и последняя в том числе. Вот. Переворачиваем на изнаночную сторону. И опять повторяем по изнаночной стороне. Еще раз вам покажу, а потом уже будем провязывать самостоятельно. Первая петля снимается, нить перед работой. Вторая тоже снимается, нить перед работой. И дальше провязываем все петли изнаночные по рисунку. По изнаночной стороне более легко, потому что центральные петли все будут изнаночные. По лицевой стороне будьте внимательны, там еще должны быть вытянутые петли. Вот доходим мы с вами до конца этого ряда. Остается у нас две петли вот эти, мы тоже их снимаем. Первую нить перед работой и вторую нить перед работой.
И опять разворачиваем вязание на лицевую сторону, провязываем первые 2 петли, затем идут у нас петли вытянутые и последние. Вытянутые петельки будут вот таким образом выглядеть. Вот смотрите. Одна такая вытянутая петля получается, а вторая немножко как бы впадает вглубь. Пяточка получается более укрепленная. Такими вытянутыми петлями можно вывязывать не только стенку пятки, это вот называется стенка пятки, но и саму чашечку. Но в данных носочках я вывязывала чашечку обычными лицевыми петлями. Провязываем дальше самостоятельно стенку пятки. У меня провязана вот эта вот стенка пятки для моего размера где-то 5,5-6 сантиметров. И в рядах у меня получилось 26 рядов. Стенка пятки у меня уже провязана. Сейчас мы с вами будем вязать чашечку. Делим наши эти петельки на 3 части. 8 петель, 10 и по бокам опять 8. Так, начинаем с вами вязать. Первые 8 петель провязываем. Первая петля кромочная снимается. Вторая, третья. Обращаю внимание на то, что я сейчас буду вязать по лицевой стороне все лицевые петли. Не такие вытянутые, как в стенке пятки, а просто лицевые петли. Вы можете вязать тоже вот такими вытянутыми петлями, но это уже как хотите. 3 петли, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше провязываем центральных петель, но не довязывая одной центральной петли, то есть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 петля и следующая петля от этой боковой части будет провязываться вместе. Вот это вот 10 петля, а это у нас первая петля. Вот от этой части. Мы за заднюю стенку будем провязывать вот таким образом. И разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Идем в обратную сторону. Провязываем центральные петли, но опять 9 петель. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 петля и 1 петля вот от этой части будет провязываться вместе уже за передние стенки изнаночной петли. Вот таким образом. И разворачиваем опять на лицевую сторону. Вот таким образом мы с вами будем повторять до тех пор, пока вот эти вот боковые петельки у нас не убавятся. С одной стороны и с другой стороны. То есть их не должно остаться. Остаться только должно вот эти вот 10 петель. Еще раз вам покажу, а дальше уже будете провязывать самостоятельно. Эту петлю мы снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она уже, видите, даже отделяется от боковой части. И первая петля от боковой части провязана за заднюю стенку лицевой. То есть по лицевой стороне будут провязываться лицевой вместе. По изнаночной стороне будут провязываться изнаночной петлей. По изнаночной стороне первая петля снимается. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 10 петля и первая петля боковой части провязывается вместе. Вот таким образом. Так, немножко у меня ниточка расслоилась. Вот так. И дальше повторяем. Это вывязывание чашечки. То есть мы с вами сейчас вяжем чашечку. Повторяем дальше самостоятельно. Так, вот у меня последний ряд с убавками. Смотрите, осталось по одной петле.
И вот таким образом по лицевой стороне за заднюю стенку мы провязываем. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И осталась у нас одна еще убавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот 10 вместе с этой петлей, которая осталась одна сбоку. Изнаночная. На изнаночной стороне. Так, сейчас мы с вами, смотрите, вот у нас получилась вот такая вот чашечка. Это чашечка. Это стенка пятки. Сейчас мы с вами вытянем спицы вот здесь вот на половине петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Чтобы было удобнее нам вязать. Так, и начинаем сейчас вывязывать клин подъема. Следующий этап — это клин подъема. Начинаем с чашечки. У нас 10 петель на чашечке, делим на половину. Провязываем первые 5 петель. Вот это вот мы уже снимаем. Вторая, третья, четвертая, пятая. Вытягиваем спицу, чтобы нам удобнее было вязать. И затем будем вязание делить на 2 части. То есть вот это вот одна часть, а затем с другой стороны другая часть. Так, и начинаем с вами набирать петли по бокам. Вот здесь вот. Здесь мы будем набирать. И с другой стороны вот здесь. Таких петель у меня будет 15. У вас может быть другое количество петель в зависимости от того, какой размер. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 петель чашечки мы провязали. Вытягиваем эту спицу. И начинаем набирать петли. Смотрите, мы набираем из этой вот косички, которая у нас она видна хорошо. Из каждых 2 вот этих вот косичек будет 1 петля. То есть 2 дужечки, точнее, берем. Вот 1 дужка, вторая. Провязываем лицевой. Вот таким образом. Следующая петля. Вот вторая. И таким образом, смотрите, образуется этот красивый боковой край. Так мы дальше набираем. Значит, смотрите, 2, 4, 5. Это у нас чашечка была. 2, 4 мы набрали. 5 петля. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 13. И еще 2 петельки мы должны набрать. Вот 14 петля. И 15 можно взять вот отсюда. Вот мы с вами набрали 15 петель. Вешаем маркер. И теперь смотрите внимательно. У нас вязание будет построено следующим образом. Нижняя часть носка у нас будет провязываться лицевыми петлями все. А верхняя часть носка — это у нас узор. То есть мы с вами узор это дальше будем провязывать. У меня провязано 2 раппорта, и начинается 3-й раппорт. Первый ряд. Первая лицевая, вторая накид. Лицевая, накид. И затем 3 петли вместе с наклоном влево. Это вот петля с наклоном влево, 3 петли вместе. И дальше у нас идет 8 петель лицевых. 7, 8. Вот у нас провязана первая часть верхняя. Затем еще один раппорт с другой стороны. Точно так же и останавливаемся вот здесь вот. Опять вешаем маркер и начинаем набирать петли. Их тоже тут должно быть 15. Также вот за эти вот косички. Но первую петельку мы с вами должны провязать не из косички, а немножко ближе, потому что нам ее там не хватает. Смотрим внимательно, чтобы не было дырочек таких.
Вот одна петля, и дальше набирается вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Всего должно быть тоже 15 петель. Внимательно пересчитайте, чтобы их было 15 петель. После того, как мы наберем 15 петель, первый ряд у нас будет лицевой. Все петли у нас провязаны лицевыми. Перебрасываем маркер. Что касается верхней части носка, у нас идет узор. И это у нас уже второй ряд в этом раппорте. Поэтому накиды мы с вами, как и раньше, провязывали лицевой. Получается, сейчас мы с вами провязываем полностью вот эти вот все петли лицевыми. Провязываем полностью вот эту вот часть. Дальше вот эти вот петельки, которые мы с вами набирали. И тогда уже становимся. Сейчас начинаем второй ряд. Мы с вами сейчас провяжем вот эти вот петли. Не доходя 3 петель до маркера, мы с вами будем делать убавку. Это будем убавлять петли в клине подъема. Не доходя 1 петли до маркера, вот эти 2 петельки мы с вами провяжем вместе лицевой за переднюю стенку. Это убавка вправо. То есть с этой стороны у нас всегда будет идти убавка вправо. Эту петлю возле маркера мы всегда будем провязывать лицевой. Мы ее не будем убавлять. Перекидываем маркер и смотрите, у нас идет сейчас уже дальнейший ряд. Это уже будет 3-й ряд раппорта. Провязываем по рисунку и остановимся уже возле этого второго маркера. Провязали петли второго раппорта. Перекидываем маркер. Эту петлю мы с вами будем провязывать всегда лицевой. Мы ее не будем убавлять ни с этой стороны, как я сказала, ни с той стороны. Возле маркера в клине подъема мы петельку не трогаем, только провязываем лицевой. Дальше идут у нас 2 петли. Мы с вами будем провязывать, делать убавку влево. Вот эту петлю мы снимаем, вторую провязываем и набрасываем предыдущую. Вот таким образом. То есть здесь у нас будут идти убавки влево. Дальше у нас идут петли все лицевые. Теперь, что касается дальнейшего вязания. Я сейчас вам уже дальше показывать не буду. Расскажу, как мы с вами будем провязывать эти убавки, когда заканчиваем вот этот вот ряд. Это у нас был первый ряд с убавками. То есть мы с вами делали убавочку возле маркера с одной стороны. Вот она. И с другой стороны. Убавки вот здесь. То есть вот эту вот петельку мы с вами не трогаем. Сейчас смотрите, идет у нас второй ряд в клине подъема. И это второй ряд. В первом ряду у нас были убавки, значит, мы с вами будем второй ряд провязывать без убавок. Сейчас мы с вами провяжем полностью вот этот лицевой. Дойдем до маркера. Дальше, смотрите, у нас опять идут по верхней части тоже все лицевые, в том числе и накиды. То есть, если у нас делается здесь убавка, здесь у нас провязывается узор в раппорте. Если у нас с этой стороны нет убавок, значит здесь мы провязываем полностью лицевые петли. И таким образом вот эти вот убавочки мы с вами будем делать еще 6 раз. Смотрите, первый раз мы с вами сделали убавку. Следующий ряд, как я сказала, будет лицевой. Дальше опять мы с вами будем делать убавку. И через ряд опять лицевой. То есть один ряд с убавкой, другой ряд без убавок. И когда мы с вами сделаем еще 6 убавок, смотрите, 2, 4, 6, у нас на спицах вот этих вот с одной стороны и с другой стороны останется по 13 петель. То есть у нас должно остаться 26 петель на подошве. Почему? Потому что в верхней части у нас тоже 26 петель.
Нижней должно остаться столько же. В результате 52 петли. И тогда у нас будет вязание идти круговыми рядами без убавок, сохраняя рисунок также вот таким образом до мыска. Вот сейчас выглядит так у нас этот носок. Итак, я уже полностью провязала убавки в клине подъема. Вот здесь вот эти вот убавочки, так они выглядят. Всего их у меня было 7 с одной стороны и с другой стороны. И смотрите, сейчас у нас получается дальнейшее вязание по кругу. То есть мы с вами будем вязать по кругу. Внизу у нас будет на подошве лицевая гладь, а сверху у нас будет узор. И вот таким образом мы с вами будем вывязывать до мыска. До мыска, то есть вот до этого момента. Если кто не знает, когда формировать мысок, можно ориентироваться по следующему. Как только закрывает наше вязание мизинец, тогда можно смело начинать формировать вот этот вот мысок. У меня размер 38-39, поэтому смотрите, длина стопы до мыска, вот до этого, до начала мыска, у меня вот в таком растянутом виде получается 21 сантиметр. Это на размер 38-39. По таблице вы увидите свою, скажем, длину стопы для своего размера. Поэтому сейчас мы с вами будем вязать то количество рядов, которое соответствует вашему размеру. У меня 38-39, и я буду вывязывать еще 3 раппорта. Вот отсюда, видите, у меня как раз закончился раппорт. Это у меня уже 3. Вот у меня 1 раппорт, вот 2, а вот 3. То есть 3 раппорта вверху у меня провязано. Сейчас еще я буду вязать дальше 3 раппорта. И получится это 48 рядов до начала формирования мыска. 3 раппорта я уже провязала после убавок. Вот у нас 1 раппорт, вот 2, вот 3. Если в сантиметрах, от начала, вот от пятки до мыска, вот в таком вот виде, у меня получается 21 сантиметр. И сейчас формируем мысок. Мысок можно провязывать, скажем, разный. Он бывает ленточный, бывает пропеллер, есть звездочка, есть улитка. У меня на канале есть разные вот эти вот мастер-классы по вязанию вот этих вот мысков. Поэтому, если хотите, можете перейти по ссылочкам в описании и посмотреть, как провязываются различные мыски в носках. Я буду закрывать сейчас мысок, формировать ленточный. Каким образом? Мы немножко сейчас поменяем расположение спиц. В данном случае у нас будет вытянута леска вот здесь вот и здесь. То есть там, где у нас идут вот эти вот маркеры. Вытянем леску, и у нас получится, что мы вязание с вами поделим на 2 части вот таким образом. Сначала у нас будет идти подошва, а затем верхняя часть носка. Так вот мы вытянем спицы. Вот это у нас уже идет подошва. А вверху у нас будет уже тыльная сторона. Что касается мыска, он провязывается лицевыми петлями. То есть все петли сейчас у нас будут идти лицевые. И вверху, и на подошве. Вначале мы с вами провяжем вот эту вот половинку ряда до конца. То есть завершим вот этот ряд. Вот на данном этапе я хочу показать вам, что у меня ниточка заканчивается. Вот это у меня целый моток полностью связан. То есть одного мотка мне хватило на
целый носок и вот на эту часть носка второго. То есть на мысок мне ниточки не хватило, поэтому я буду брать еще один моток. Если вы хотите, чтобы у вас носочки получились только с одного мотка, значит вам нужно провязать манжет немножко короче. И тогда ниточки хватит. Смотрите, я думаю, достаточно будет, если вы возьмете здесь не 15 рядов, а допустим 10. В одном носочке, в другом вот уже пойдет меньше ниток, поэтому хватит тогда на мысок. Так, провязываем следующим образом. Значит, сейчас мы с вами формируем убавки в мыске. Первая петля вот эта и последняя, мы не будем их трогать. То есть мы будем только их провязывать. Убавлять мы их не будем. Все время будем провязывать лицевой. И на обратной стороне будет то же самое. Первая петля и последняя не убавляется. Убавки будут идти после одной петли. Провязываем вот эту вот петлю. И смотрите, сейчас у нас будет идти убавка влево, вот туда. Провязывается следующим образом. Эта петля снимается, вторая провязывается, следующая, которая была предыдущая, точнее, набрасывается вот на эту петлю. И это у нас получилась убавка влево. Вот таким образом у нас будет здесь убавка влево. На другой стороне будет точно так же. Вот здесь вот убавка влево. Дальше идут петли лицевые. Полностью провязываем этот ряд, но не доходя 3 петель. Вот эти вот 2 петли мы с вами будем провязывать за передние стенки вместе. Вот так. Последняя петля у нас лицевая. Что касается подошвы, то же самое. Первая петля провязывается, а дальше идет убавка влево. Смотрите, вот одна, потом вторая и набрасывается на следующую. Это у меня вот это узелок, я его сейчас буду немножко по-другому прятать. Дальше у меня пойдут лицевые, а в конце ряда, не довязывая 3 петель, остановимся и опять сделаем убавку. Убавка у нас будет тоже вправо. То есть в конце ряда у нас убавка будет вправо. Последняя петля провязывается. Теперь, что касается дальнейшего вязания. Вы знаете, я показывать уже дальше не буду. Вот такие вот убавочки мы с вами будем делать в начале ряда, то есть через одну петлю. И в конце ряда, не довязывая одной петли, у нас тоже будут убавки. Но такие убавки мы с вами будем делать через ряд. То есть у нас получится 6 раз, 6 рядов с убавками, но они будут делаться через ряд. То есть мы сейчас с вами еще провяжем 12 рядов, чередуя один ряд с убавками, второй ряд без убавок. Дальше идут 4 ряда с убавками. То есть каждый ряд последовательно после этого мы с вами провяжем с убавками. И тогда у нас на спицах останется 6 петель и закроем иглой. И на этом вот таким образом у нас будет сформирован мысок. А когда мы закроем иголочкой, у нас будет вот такое вот соединение одной половинки и второй. Если кто-то не умеет еще пользоваться швом петля в петлю, сейчас можете перейти по ссылочке и посмотреть видео. Я думаю, тоже у вас все получится. Я довяжу свой носочек, постираю, так же, как и этот. И на этом носочки у нас будут готовы. Дальше довязываем самостоятельно. Носочек у меня уже второй провязан. Вот осталось его постирать. А этот у меня уже постиран. Смотрите, они немножко отличаются. На ощупь они, скажем, отличия очень чувствуются. Почему? Потому что вот этот, который только мы провязали, он более такой грубый, скажем, немножко еще такой твердый.
и волнистый. А этот уже мягкий, такой податливый. И вы знаете, вот этот вот узор уже более-менее он разровнялся. Но на ноге он, конечно, выровнялся и очень красиво тоже смотрится. На этом у меня все. Если вам это видео понравилось, нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочкам в описании, которые есть. Там тоже много интересного, полезного по вязанию. Очень рада была вам представить этот мастер-класс.